Всем большой привет, дорогие друзья! Очень рада, что вы заглянули к нам на канал. Поздравляю всех вас с началом весны и желаю прекрасного весеннего настроения. Погода, конечно, у нас в Канаде пока еще не очень весенняя, но вот мысль о том, что уже все-таки март месяц, на самом деле очень согревает и поднимает настроение. В прошлом видео я рассказывала вам, что в нашей провинции в этом году прям такая настоящая зима и показывала некоторые моменты нашего заснеженного участка. Но на тот момент я даже и не подозревала, что это только начало настоящего снегопада. Через несколько дней нас замело снегом так, что мы не могли выехать с территории. В те дни позакрывали все школы и во многих церквях отменили служение. У нас в районе, если объявляют снежный день, то обычно отменяют школьные автобусы, но сами школы открыты. И родители, которым не с кем дома оставить детей, могут без проблем отвезти их в школу на машине. Но в те дни из-за такого сильного снегопада все школы тоже были закрыты. За почти уже 8 лет нашего проживания в этой местности такого количества снега мы ни разу не видели. Наш дом стоит довольно далеко от дороги, и после сильного снегопада нужно чистить весь заезд, а это приблизительно 150 метров. У нас есть специальная снегоуборочная машина, но она по какой-то причине именно в самый нужный момент не завелась, поэтому пришлось все чистить лопатой. В один из таких дней сосед увидел всю эту картину, заехал на своей машине с таким большим ковшом и за пару минут нам все почистил. Мы уже решили, что все, больше, скорее всего, такого снегопада не будет, но через пару дней все повторилось, и Андрей с Матвеем чистили весь заезд уже сами с помощью лопаты. После этого Андрей хотел поехать и купить новую снегоуборочную машину, но потом подумали, что зима уже почти закончилась, а дом, как вы знаете, мы планируем продавать, поэтому с покупкой решили повременить. Из-за снежной зимы в этом году у детей часто отменяли школу, поэтому они много времени провели дома. Я еще в начале зимы в Telegram ставила видео, как наши дети на улице строили иглу. Тогда у нас было еще не так много снега, но достаточно для того, чтобы построить такую конструкцию. Вообще наши дети очень много времени проводят на улице, особенно трое младших. Могут собраться и пойти гулять и в дождь, и в снегопад. Ни мороз, ни сильный ветер им вообще не помеха. В этом, наверное, и есть прелесть своего участка, что мне не нужно каждый день собирать детей и вести их куда-то в парк, особенно когда на улице очень холодно, а тут я могу просто из окна за ними наблюдать и еще дома в это время параллельно что-то сделать. Надо сейчас еще тут поставить, чтобы закрылось. Крышу сделать. Но это надо сейчас в какой-то другой день, потому что сегодня очень нелипкий снег. Все, пошли домой. Сейчас будет немного обычного влога из наших зимних дней. Друзья, если вы недавно на нашем канале и еще не очень знакомы с нашей семьей, то коротко скажу, что мы с мужем родом из Беларуси, из города Минска, живем в Канаде уже 25 лет, и в нашей семье 5 детей. Все дети родились в Канаде, и старшему сыну Матвею, которого вы сейчас видите на видео, в этом году уже будет 20 лет. В тот день у Матвея была запись к парикмахеру, и мы решили поехать вместе. Как-то в последнее время он постоянно чем-то занят, и мы почти не видимся. А тут появилась возможность провести время вместе и немного пообщаться. После парикмахерской мы еще заехали в торговый центр, так как Матвей хотел купить себе кое-что из одежды. Ну и я тоже, если вижу что-то на скидке, то обычно покупаю младшим детям. В тот день как раз в Заре была распродажа, и я купила Адриану трикотажную кофту с капюшоном, взяла ему также кроссовки, все очень хорошего качества и почти бесплатно. Сверху я вам укажу цену уже со скидкой в американских долларах. Также в тот день я еще купила младшим мальчикам джинсы. Вообще я часто покупаю детям вещи, обычно заказываю все по интернету, и в следующем видео покажу вам распаковку посылки из H&M и Gap. Пока мы с Матвеем катались, Ева дома была с мальчишками, приготовила им на обед спагетти с куриным филе в сливочном соусе. Меня, кстати, дома тоже ждал обед, так как наш самый маленький шеф-повар во время нашего отсутствия приготовил много разных вкусняшек. Расскажи, что у меня в тарелке или в сковородке. Это сметанка,
помидорки, митбол, огурчик и макарони, и кетчуп, и масло, и грибы. Вау, какие красивые грибочки. А что у меня там еще есть? Это кофе, это капкейк, это гамбургер. Это спагетти, да? Да. Ух ты, супер. And that, and that. And that, and that, and that. Очень вкусно, спасибо. В тот день мы договорились с Евой вечером съездить на кофе. Она очень любит Starbucks. Это популярная американская кофейня, и почему-то многие именно подростки любят покупать там разные кофейные напитки и холодный чай. Выбор у них там, конечно, огромный, и я благодаря Еве буквально недавно выучила названия некоторых напитков, так как до этого, кроме кофе, ничего себе в этой кофейне не покупала. Сначала думали поехать в Starbucks, который находится недалеко от нас, но потом Ева уговорила меня поехать в торговый центр, в тот же, в котором мы днем были с Матвеем, так как она тоже хотела посмотреть себе что-то из вещей. Старшим детям одежду сама я не покупаю, так как у них уже свой стиль, свой вкус, и не всегда можно угадать. Если я слышу, например, что Матвей или Ева хотят купить себе какую-то конкретную вещь, то могу заказать ее по интернету и подарить им на день рождения или на Рождество, ну а так в основном одежду они себе покупают сами. Ева зашла в Зару, потом еще в пару молодежных магазинов, но из одежды в тот день она себе так ничего и не нашла. Потом пошла в H&M и там купила себе набор каких-то колечек. В тот день мы еще зашли в магазин Winners за шампунем и мылом для рук. Еще в Винерсе я всегда покупаю кастильское мыло, которое использую для умывания, а также добавляю его в чистящее средство, которое дома делаю сама. На канале есть об этом видео, если вам интересно, то можете посмотреть. Кастильское мыло чем-то похоже на хозяйственное, но оно более щадящее, так как сделано на основе оливкового масла. Абсолютно натуральное и не содержит никаких химических добавок. Есть обычное кастильское мыло, которое пахнет как хозяйственное, но есть и с добавлением разных эфирных масел. Пока мы с Евой были в торговом центре, мальчики дома с Андреем собирали стол для инструментов и играли в кубики-рубики. Наш Марк – чемпион по сборке таких кубиков, у него их уже целая коллекция, все кубики разной формы и размера. Марк все время собирает их по таймеру и пытается установить свой собственный рекорд. Мартину на день рождения подарили рабочий стол с настоящими инструментами. Если вы смотрели видео про его день рождения, то видели, как он был рад, когда получил в подарок молоток. Зная его любовь к инструментам, мы решили сделать ему такой подарок. Там в коробке были еще 2 набора, из которых нужно было сделать скворечник и небольшой форклифт. Я на русский перевела, мне выдала вилочный погрузчик, не знаю, если это правильно. В общем, это такая небольшая техника, с помощью которой можно поднимать и перевозить разные вещи. Друзья, вы часто у меня спрашиваете, на каком языке разговаривают наши дети. Вы знаете, между собой они разговаривают на английском, и, к сожалению, ничего с этим поделать уже нельзя. С нами они стараются говорить по-русски, но опять же, наверное, больше с Андреем, так как он все время шутит, и если они обращаются к нему по-английски, то он говорит, что ничего не понимает. Я, конечно, тоже стараюсь разговаривать с ними на русском языке, но иногда уже автоматически отвечаю им по-английски, так как чаще всего они обращаются ко мне на английском. Эта проблема, конечно, есть только у самых младших, и Марку тоже иногда нужно подумать и найти правильные слова. А вот старшие дети, Матвей и Ева, разговаривают на русском языке очень хорошо и даже без акцента.
Когда у нас родился старший сын Матвей, то первые 4,5 года он слышал только русскую речь, и я помню, как переживала за школу. Как же он туда пойдет, когда совсем не знает английский? Как будет понимать своих одноклассников и учителей? И вот перед началом учебного года у нас было школьное собрание, на котором мы могли познакомиться с учительницей. И я помню, как делилась с ней своими переживаниями, на что она улыбнулась и сказала, что придет время, когда вам будет сложно удержать в семье родной язык, так как ваш ребенок начнет не только говорить, но и думать по-английски. И на самом деле буквально через пару месяцев Матвей уже свободно общался на английском языке. И вот так каждый день школа, друзья, очень много англоязычного общения, и, конечно, этот язык теперь уже является главным и основным для наших детей. Они думают по-английски, читают, пишут, общаются, а русский уже знают как дополнительный. В школе они также еще учат и французский, и вот Ева как раз недавно сдала экзамен, устный и письменный по французскому языку, и получила 97 баллов. Вообще, если честно, мне так нравится, когда она разговаривает на французском. Я бы слушала ее и слушала, но, к сожалению, из всего, что она говорит, я ничего не понимаю. Друзья, ну а сейчас будет опять немного наших праздников. Вы знаете, в большой семье, что не день, то праздник. Тут у нас 8 февраля, мой день рождения. Утром я проснулась, а у нас тут шарики, подарки. Я обычно на свой день рождения ничего такого особенного не делаю, но вот Евочка всегда старается приготовить для меня какой-нибудь сюрприз, и это, конечно, очень приятно. Накануне вечером они с Андреем ездили по магазинам, потом она до часа ночи готовила десерты, пекла торт, заворачивала подарки, и утром меня ждал сюрприз. Дальше по плану у нас была поездка в ресторан на суши. Обычно на мой день рождения мы идем в какой-нибудь ресторан. Все в нашей семье любят либо шашлыки, либо суши. Я уже как-то рассказывала про это место. Тут платишь только за вход, а потом по планшету заказываешь себе еду в неограниченном количестве. Сколько хочешь, столько и ешь. Единственное это то, что еду нельзя уносить с собой, и все, что ты заказал, нужно обязательно съесть. В этом ресторане можно заказать не только суши, но и разные супы, салаты, макароны, десерты и напитки. Вечером дома у нас еще был сладкий стол. Ева испекла торт безе, сделала клубнику в шоколаде и творожное желе с вишней. Рецепт торта и желе есть у нас на канале. Mom, you are the best. You are a princess. Ну и в конце меня еще ждали подарки. Младшие дети подарили мне свои рисунки, открытки, а старшие купили духи и подарили очень мягкий и теплый костюм.
А Андрей, зная мою любовь к фотографиям и видео, часто покупает мне что-то из техники. И в этот раз подарил мне новую линзу. Тут у нас уже следующий день, и мы с Андреем поехали за шарами и цветами для нашей Евочки, так как 10 февраля, ровно 15 лет назад, она появилась в нашей семье. Ева очень любит розы, и в Costco всегда можно найти красивый букет, но в этот раз розы были либо не очень свежие на вид, либо красного цвета. А для нее хотелось купить что-нибудь розовое, нежное. В конечном итоге мы купили мелкие розовые цветочки плюс гипсофилу, и дома я сделала из них букет. Тут у нас уже утро, 10 февраля, день рождения нашей принцессы. Это был будний день, всех детей с утра мы отправили в школу, а с Евой поехали в кафе на завтрак. Андрей рано утром уехал на работу, но потом заскочил в кафе, чтобы вместе с нами позавтракать. Для Евочки это был приятный сюрприз. Обычно, если день рождения детей выпадает на будний день, то мы разрешаем имениннику остаться дома, чтобы уделить ему отдельно время. После завтрака Андрей опять уехал по делам, а мы с Евой поехали в Торонто, чтобы заказать ей на субботу торт. По дороге остановились в торговом центре, так как Ева хотела, чтобы я поменяла духи, которые они подарили мне на день рождения. Получилось так, что когда они покупали духи, то перепутали название и купили совершенно новый для меня аромат. И я решила воспользоваться этой ситуацией, попросила Еву помочь подобрать мне новые духи, такие, которые понравились бы и ей, так как хотела сделать для нее подарок. Bye. Thank you. Eva, this is for you. This perfume is for you. Happy birthday, it's your birthday present. Она, конечно, сразу ничего не поняла и была очень удивлена, так что мой план сработал. Ну а в конце мы еще выбрали духи и для меня. Потом мы поехали в Торонто, заказали торт. В той же кондитерской взяли себе по десерту, я кофе, Ева чай и немного посидели у них в кафе, поболтали. Вечером дома у нас по традиции был праздничный ужин. На ужин я приготовила куриные крылышки в барбекю соусе, запекла рыбу, сделала рис и свежий салат. Ну и сразу после ужина у нас был сладкий стол. Днем, когда мы ездили заказывать торт, то в той же кондитерской купили разные булочки и небольшой тортик. Есть у нас в Торонто немецкая пекарня, она же и кондитерская, в которой выпекают и продают свежий хлеб, а также очень вкусные булочки с разными начинками. С вишней, с творогом, с орехами. Помимо булочек у них еще есть разные пироги, печенье и торты. Торт можно купить уже готовый, но также можно заказать любой торт нужного вам размера.
Ну и в конце Еву еще ждали подарки. Мы с Андреем купили ей часы, а Матвей у нас любитель кроссовок, поэтому подарил ей кроссовки. Спасибо, guys, большое. I can't open it. Struggling. Красота. Nike? All those cleats for me. They're beautiful. Thank you, Matthew, so much. Thank you. Yeah, you're welcome. Тут у нас уже суббота, продолжение Евиного праздника. К ней в этот день приехали друзья. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. У них довольно большая компания, в которой есть не только девочки, но и мальчики. Все они давно и очень хорошо между собой общаются. Пока все собирались, я накрыла на стол, а молодежь тем временем играла в настольные игры, потом все переключились на Wii U, я их так со стороны немножко поснимала. Вообще я не очень люблю включать камеру, когда у нас дома гости, приходится иногда себя заставлять. Мне кажется, что многие люди стесняются камеры, и мне как-то не хочется их смущать. Из еды на день рождения я приготовила то, что обычно едят все подростки. Пиццу, мини-чизбургеры, конвертики со шпинатом, картофель фри и овощи. Потом вся молодежь пошла на улицу, и позже вечером у нас был сладкий стол. I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. В конце Ева еще открыла подарки. Из подарков в Канаде обычно дарят деньги или подарочные карты из какого-нибудь магазина. We're just gonna move on. I'll just tell her later, you know? It's what I call him. $20. Happy birthday. Oh, there's a lot of- I thought you might want to some Stoke. Get to steal some. Well, I love Друзья, ну а на сегодня мое видео уже подошло к концу. Хочу сказать вам всем огромное спасибо за все ваши поздравления, которые вы писали каждому из нас в телеграм-канале. И Мартину, и Марку, и нам с Евой. Мы никогда в своей жизни еще не слышали столько теплых слов и пожеланий в свой адрес. Пусть все ваше добро вернется вам во 100 крат. Мы вас всех крепко обнимаем и очень надеемся на скорую встречу. Всем пока-пока. I watch you as you drive. Do you know I'm looking?